90% голосующих поставили 1 звезду на нововведение. И бесконечная проспамка на форумах. Верните старые созвездия, верните все созвездия назад, немедленно! Что же такое случилось на WoW Sirus, народ? Давайте разбираться. Всем здорово, народ! Значит, на Сирусе разработчики выпустили новый список созвездий. Для тех, кто не в курсе, по стандарту в Вове активки и пассивки привязаны к расам. То есть ты создал себе ночного эльфа, он может сливаться с тенями, например. И вот на Сирусе этот базовый порядок вещей пару лет назад изменили. На самом-то деле грамотное решение, одно из немногих. И они добавили возможность выбирать себе любые пассивки и активки, которые уже не к расам привязаны, а просто к вашему персонажу. То есть моделька у вас может быть Таурена, а активка ночного эльфа. И также Таурен может сливаться с тенями. Я думаю, вы поняли. И вот как только эти созвездия появились, они были плюс-минус идентичные и копировали базовые воверские вот эти вот расовые привязки. Ну то есть если взять людей, то у них активка была аналогична Тринкету, снимала оглушение. Если взять Найт-эльфов, это слиться с тенью. Если взять Блад-эльфов, это был волшебный поток, который немоту, допустим, в радиусе на всех накладывает. И вот вчера, 25.08.2025, отдел баланса Сируса перелопатил полностью созвездия, они занимались этой разработкой год, и сейчас мы с вами посмотрим, как именно они данные созвездия переиграли. Погнали. Итак, смотрите, я не хочу быть изначально негативно настроенным, потому что все мои суждения объективны и справедливы, но где информация о старых созвездиях? Если перейти на официальный форум Сируса и зайти, соответственно, на пост, где освещаются новые созвездия, да, мы увидим все нововведения, оно и логично, что же еще здесь смотреть. Но где, мать его, список прошлых созвездий? Для вашего удобства мы подготовили полный список новых умений, сгруппированный по созвездиям. Это поможет вам сориентироваться в обновлении и сделать осознанный выбор при смене зодиака. Всегда должна идти информация о прошлом балансе. Ну потому что физически невозможно вспомнить все прошлые созвездия. Да, я помню, допустим, где-то 5-6 созвездий прошлых, самых важных для меня, но их всего 23 штуки. Где отдельная сносочка на прошлый патч? Вы ее можете даже красиво не делать, просто сделайте Google таблицу, чтобы я видел, как было до. Давайте сделаем так, народ. Ссылку на сайт со всеми нововведениями я вам, естественно, оставлю в описании, можете сами перейти и ознакомиться со всеми созвездиями, которые вас интересуют, потому что если мы будем пробегаться по каждому из 23, это будет очень надолго. Я же выделю основные моменты, которые мне показались либо интересными, либо кринжовыми, и про них мы с вами поговорим. Ну, естественно, что же может произойти во время записи видео? Естественно, все сервера нахрен охнутся на РУ регионе. Класс. Ну что ж, пока сервачок упал, давайте посмотрим на созвездие через сайт. Меня интересует парочка созвездий, сейчас мы на них посмотрим. Созвездие часового, народ. Раньше активка каким образом работала? Вы сливаетесь с тенью, то есть это такой просто способ выйти из боя, вас невозможно взять в таргет, но при этом на Сирусе еще был дополнительный эффект, слишком перебафанный для ПВП. Это и так-то неимоверно мощная активка была, в принципе, для инвизеров особенно, потому что вы можете прямо во время боя рестелснуться и, допустим, в кошке там или в разбойнике нажать дополнительную кнопку из инвиза. Но и даже если вы не играли за класс с инвизом, вы все равно могли просто сбить с себя какой-то каст. Например, у вас таргет накастует овечку, вы это понимаете, нажимаете слиться с тенью, все. По вам спелл не проходит, вы заевейдили, задоджили стан, соответственно, и играете уже дальше. Плюс это глобальным кулдауном все не обременялось. В общем, очень мощная PvP-шная активка. Так на Сирусе еще и дополнительный пассивный эффект прилопатили к этой активке, что когда вы из этого инвиза выходите, по вам дэмэдж на 50% понижается. По-моему, на 3 секунды раньше было. Давайте посмотрим, что у нас сейчас сделано. Объятие лун, значит, восстановление 2 минуты, при активации тра-та-та, вы сливаетесь с тенями, все. Допустим. Это на самом-то деле хорошее нововведение, я даже удивлен в том плане, что они убрали эту пассивку. Теперь это просто обычная активная способность ночного эльфа из обычного Вова. Вы сливаетесь с тенью, сбиваете таргет. Можете рестелснуться, если играете за инвизера. Окей, это действительно грамотно, что они пассивку убрали. Тут как бы, у меня вопросов нет. Вот вам, соответственно, ПВЕшная активка, народ, кому интересно. И, кстати, сразу ремарка. Если вы смотрите данный видос, чтобы услышать комментарии по поводу ПВЕшных способностей, это, к сожалению, не ко мне, я в ПВЕ на Сирусе вообще не играю. Я типа чисто в ПВП, чисто за PvP активки вам буду сегодня пояснять. Я вам их буду показывать, но я вам не скажу, это хорошо, плохо, лучше, хуже, как было, потому что я даже не знаю. В общем, вот такая вот вам ремарка. Я вот не знаю, как было, но вот сейчас сад Элун выглядит очень мощно. Вы какую-то массовую лужу ставите, которая дебафает противников, бафает союзников, понижает еще дэмэдж по вам, и еще и урон увеличивает на 12% и исцеление. Это что за цифры такие? И если это типа слабее, чем было, я не представляю, какой вам баф в ПВЕ давали в прошлом патче. Но типа ладно, меня это особо не касается. И пройдемся по пассивочкам. Теперь это же пассивки, я правильно понимаю? Вот ДД, танк, хил. По идее, 3 пассивки, у которых будет КД 30 секунд. То есть она может прокать не чаще, чем раз в 30 секунд. Ну, допустим. Повышает наносимый вами вашим питомцами критический урон на 1%. Дополнительно повышает критический урон на 3, 2, 1%. Количество меняется каждые 5 секунд. То
То есть у вас сначала 4, потом 3, потом 2. Или это все же прожимная способность, поскольку я не вижу здесь подписи «пассивный эффект». Ну, скорее всего, пассивный. Но я, к сожалению, не могу прямо сейчас зайти на сервер и проверить, как это работает, потому что тупо сервера лежат. Танковская вроде пассивка уменьшает весь получаемый вами и вашими питомцами урон тра-та-та по области на 9%, окей. И хиловская вроде как пассивка, дар Эллуны, повышает исцеляющую силу заклинаний на 1,32%, меняется каждые 5 секунд, эффект дублируется для ваших питомцев, но с 60% эффективностью. Хорошо, допустим. Ну, то есть по созвездию часового что у нас? Какие самые важные моменты? Оставили PvP-шную активку просто, в принципе, как в Вове, да, вот эту базовую дефолтную слиться с тенью, это хорошо. И убрали пассивку, которая срезала по вашему персонажу дэмэдж на 50% на несколько секунд после, соответственно, прожатия данной кнопки. Это хорошо. Это я ставлю лайк. И также давайте на созвездие Феникса посмотрим, поскольку тоже меня очень сильно интересует их PvP-шная активка. Пламя Феникса теперь называется, раньше это был волшебный поток у бладельфов. Как работало раньше? Вы накладывали немоту в радиусе на всех противников, восстанавливали себе ресурсы. И вот на Сирусе было перебафано восстановление ресурсов, по крайней мере для ДКшника уж точно. На Сирусе вы восстанавливали себе 60 силы рун за ДК играя, нажимая волшебный поток. Этого хватало, чтобы моментально призвать Гаргулью. Просто вдумайтесь, вы могли за одно ГКД, поскольку расовая активка не вызывает глобального кулдауна, на Сирусе вы могли призвать Гаргулью. Когда на стандартном личе вы должны были себе еще нафармить эти 60 сил рун. Это 4 способности минимум прожать нужно было, вообще вдумайтесь. В этом плане, конечно, да, для ДКшника вот созвездие Феникса очень хорошо работало, поскольку это и дополнительная немота массовая, так еще и очень много сил рун восстанавливало моментально. Вы могли там койл нажать, незыблемость льда нажать, Гаргулью призвать. В общем, мощно. Смотрим, что сейчас нам сделали. Теперь это не волшебный поток, теперь это пламя Феникса. При активации вызывает немоту у 5 противников в радиусе 8 метров на 2 секунды. Окей, оставили, нормально. И восстанавливает вам и вашим питомцам 2% максимального запаса маны или 15 единиц энергии, ярости, тонуса или силы рун раз в 2 секунды в течение 6 секунд. Ну, то есть, сразу подмечаем, да, что нам убрали вот это вот моментальное восстановление ресурсов и добавили, соответственно, восстановление тиками по 2 секунды. У меня только один вопрос вот к этому описанию присутствует. Как только я прожимаю пламя Феникса, мне тоже зарегенит 15 единиц силы рун, например, и потом 3 тика будет, да, по 15, то есть суммарно 60. Или это работает по-другому, у меня будет всего лишь 3 тика, то есть 15, 15, 15, суммарно 45. Вот это надо выяснить просто на практике, но, к сожалению, опять же, я не могу зайти на сервер. Ей, получилось. Давайте зайдем и проверим, как это работает с ДКшником. Окей, let's go. Итак, народ, давайте посмотрим. Вот оно, наше пламя Феникса. Также сразу перемещу какую-то ПВЕшную. Вот у нас способность искажения пространства. Бим-бим-бам-бам. И при этом созвездие Феникса пассивная способность. Вот оно, как это сделано, народ. Вот оно в чем суть-то, вот оно в чем соль. То есть я могу выбрать только одну из 3 пассивок, соответственно, единовременно. То есть либо дамажную, либо танковскую, либо хиловскую. И вот что это за КД в 30 секунд. Это КД на выбор пассивки, ясно, ясно. Окей, а зачем так сделать? То есть вот я, например, выбрал наследие Феникса. Находясь в бою, каждые 3 секунды призывайте 3 магические сферы. Каждая подобранная сфера повышает ваш урон, наносимый питомцами на 1%. Сфера считает через 8 секунд, эффект усиления урона действует 40 секунд. Окей, танковская пассивка на понижение дэмэджа физического по нам на 3%. И хиловская пассивка 2% тра-та-та. Теперь преобразуется в эффект поглощения. Окей, понятно. То есть теперь для каждого созвездия вам еще нужно отдельно вычислять одну пассивку, которая будет вам нужна, допустим, под дамаг или под хиловский спек. И при этом их еще можно будет во время боя, я так понимаю, тоже свапать. Но есть условно, если вы хотите вот повысить себе сопротивляемость физическому урону на 3%, да, как бы мелочь, но как будто бы бесплатно можно было бы повысить в момент того, как вам нужно засейвиться. Вам нужно будет прописывать еще отдельно клавиши тоже, соответственно, под каждую из этих пассивок. Но это в идеале, если вы хотите прям максимально отыгрывать. Ну и при этом, понятное дело, минус в том, что они не работают единовременно все 3. То есть, как было раньше. У вас было 3 пассивки, да, там, или сколько, парочка пассивок, ну, по-разному. И они все единовременно работали. Сейчас нужно будет выбирать. Окей, хорошо. Давай проверим просто ПВЕшную способность для начала. Мне просто чисто интересно. Я хочу оставить вишенку на потом, да, ПВПшную. Древняя сфера. КД 1 минута. Дальность действия 40 метров. При активации вы выпускаете в указанную цель магическую сферу. При соприкосновении с целью она взрывается в радиусе 10 метров. На 10 секунд активирует дополнительные эффекты. Противники наносят на 6% меньше урона вам и вашим питомцам, получает на 12% больше урона от вас и ваших питомцев, и их скорость передвижения снижается на 20%. Союзники же получают на 12% больше исцеления от вас и ваших питомцев, а их скорость передвижения повышается на 15%. То есть вы можете метнуть эту сферу как в противника, так и в союзника, да, по идее? Могу же метнуть? Да.
Нихуя себе, что такое было? Искажение пространства что делает? При активации перемещает к вам пораженных сферой противников в радиусе 40 метров. Ага. То есть, опять же, знаете, вот есть на актуале у Blood DK массовая стяжка, массовая хватка смерти. Вы ее таргет нажимаете в противника, и все противники в радиусе вокруг вот этого противника к нему стягиваются. То есть вы как будто такой вакуум создаете и всех противников в одну точку гриппаете. Они решили добавить что-то подобное, да, то есть всех противников, кого зацепит взрыв вот от этой сферы, ну, кстати, супер маленький радиус, да, 10 метров, это прям практически в упоре. При прожатии второй вот этой активки ПВЕшной, она также стянет всех противников в одну точку, да? Окей. В идеале бы, конечно, проверить на пачке мобов, но я думаю, это так и работает. Ну, навряд ли это будет с манекенами работать, нужно будет залететь куда-нибудь, проверить. И вот этот дебаф действует 10 секунд, да? И потом я могу вот это вот нажать, и да, он стянет... он стянет ко мне всех противников. То есть я бы сейчас вот эти 3 манекена к себе бы притянул, если бы это были обычные мобцы. Окей. Допустим. Ох уж эти анимации еще, которые возникают новые. Это, ну, долго трудились, сразу видно. Ну еще нужно проверить, как у нас дамажная пассивка работает, которая сферы призывает, да, на 8 секунд. Где она их призывает? Нужно их подбирать или не нужно? Давай проверим. То есть во время боя, правильно? Находясь в бою каждые 30 секунд. Окей. Где первая? То есть вот бой начался, по идее, в самом начале боя уже должен быть призыв. Или я что-то путаю? Ну хорошо. Допустим, после начала боя спустя 30 секунд должна призываться первая сфера, да? Спустя 30 секунд первая. Окей, допустим. Я подожду. О как это было, вы видели? Просто моментально появились, я моментально их собрал, даже, моргнуть не успел. То есть вам не нужно будет никуда бежать, никуда не нужно будет их подбирать. А зачем тогда сферы появляются? Можно было просто дать мне тройной баф и все. Весь наносимый урон повышен на 3%, короче. Ну, кстати, достаточно долго это висит баф, то есть 40 секунд, да? То есть на 40 секунд я получаю просто увеличенный депос на 3%. И прокает это не с самого старта боя, а только спустя 30 секунд. Ну, допустим. Вот оно как, да? Раз, два, типа 3. Шок-контент, народ. Это полный шок-контент. Хорошо, допустим. А я могу прямо сейчас сменить себе пассивку. Да, могу. И при этом мои сферы остались еще. Ага. Ну, то есть, тупо во время боя, играя за Бладельфа в ПВП, вы должны постоянно жонглировать вот этими пассивками. По крайней мере, между дамажной и танковской. Потому что баф 40 секунд висит, да. А смена вот этих пассивок кэшится всего лишь 30. То есть, вы подобрали 3 сферы, можете инста сменить себе пассивку на обуглившуюся плоть, побегать с пониженным по вам физическим дэмэджем, потом обратно вернуться на наследие Феникса. Но тогда вам придется еще немножко подождать, чтобы новые сферы появились. Ну, окей. В общем, нужно будет разбираться, пока не особо понятно. Ну и то, ради чего мы все с вами здесь собрались, да, пламя Феникса, которое нам дает ресурсы. Нужно понять, при прожатии мне сразу накинет 15 сил рун, и потом еще будет 3 тика по 15. Или при первом прожатии ничего не произойдет, и просто нужно будет ждать, пока эта сила рун, соответственно, накопится. Давайте вот немножечко еще осталось секунд, чтобы у меня в ноль все упало. Вот, пламя Феникса, да. И, кстати, сейчас же будет какая-то ебическая анимация, наверное. Плюс еще вопросик. Через Ability Team Tracker у меня отображение вот здесь идет волшебного потока, и будет ли он подтягиваться через прожатие пламя Феникса? Вот сейчас мы это узнаем, короче, как это у них все работает. Ну что, погнали. О как. То есть моментально ничего не дает, и потом просто вам накапливается 45 сил рун. Окей, на самом деле это забалансили, получше стало, чем раньше. Как будто бы 45 тоже много. Это не 60, это 45, это уже лучше. Плюс это не моментально. Ну, думаю, нормально. Если бы они опустили до 30 единиц сил урона, как будто было бы прям вообще гига в балансе. Ну, хотя на самом деле это же Сирус. Тут другие созвездия настолько перебафаны, что 45 пусть будет, все. 45 нормально. Не моментально, уже хорошо на самом-то деле. Печально то, что при первом прожатии вам не накапливается сразу же сила рун. Вам нужно именно подождать. И вот первый тик, он как бы не учитывается прожимной. Поняли, да? Ну и понятное дело, да, сейчас через аддон не отслеживается КДшка на способность. Это, конечно, печально. Ладно, допустим, давайте смотреть дальше. Невероятно важная, но короткая вставка, народ. Если вас интересуют различные PvP-шные гайды на разные классы, на разные спеки, если вас интересуют гайды по настройкам интерфейса и аддонов, то весь этот контент вы можете найти у меня на Бусти. Также там есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и если вы вдруг хотите поддержать канал копеечкой, то welcome на Бусти, переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь.
Теперь стало немножко понятнее. У нас есть 3 пассивки, каждая из них работает отдельно, не вместе. Нужно будет именно самому вручную выбирать, какую пассивку вы хотите. КД на смену 30 секунд, да? И вот они у нас имеются. Все-таки это пассивные эффекты, не прожимные. При этом также осталась одна ПВЕшная и одна ПВПшная активка у стандартных знаков зодиака, я так понимаю. И сразу автоматом возникает у меня вопрос. Вот раньше были пассивки, которые привязаны к созвездиям, да? Они давали статы разные. Опять же, если вернуться к созвездию Феникса, да, то у нас пассивно всегда был один дополнительный процент меткости у персонажа. Сейчас же, по сути, все вот эти пассивки на дополнительные статы пропали, скорее всего, да? Я не проверял, и я вроде бы пробежался по созвездиям и не заметил такого, чтобы в какой-то пассивке было прописано увеличение меткости, например, или мастерства. Такого вроде нет. Теперь все плюс-минус завязано на увеличении ДПС или захила. То есть у вас там сила заклинания увеличивается, сила атаки увеличивается, крит увеличивается, или просто буквально там 2% ДПС по какому-то противнику. То есть вот если созвездие быка, например, взять, что у нас тут в пассивке, да, вот дуэль. Каждый раз, когда вы атакуете противника, ваш урон ваших питомцев по этой цели увеличивается на 2%, а весь урон, получаемый вами и вашими питомцами от этой цели, снижается на 1%. Эффект действует на одну цель. Ну, то есть вот тупо депос добавили, получаемый депос снизили по нам. И вроде бы, с одной стороны, это как-то скудно, учитывая то, что, ну, плюс-минус все пассивки работают одинаково. Да, они описаны по-разному, но суть-то у них одна. Просто на пару процентов увеличить вам депос, или на пару процентов увеличить вам захил, или на пару процентов понизить депос от противника. В общем, вокруг вот этих 3 столпов все на пассивках держится. Но с другой стороны, теперь пропали пассивки, которые статы давали. Помимо силы атаки, силы заклинаний, другие статы, вот типа меткости. Это как бы просто приводит все больше к одному знаменателю. Теперь они очень похожи друг на друга, по крайней мере, в плане пассивных эффектов. Как бы с точки зрения вариативности, понятное дело, это минус, само собой. Но вот с точки зрения баланса, это будет проще контролировать. Кстати, я вот тут быстренько обратил внимание на пассивку созвездия Вуду. Смотрим. Колдовство Вуду повышает эффективность всех эффектов периодического урона, наносимых вами и вашими питомцами, на 5%. Ну, как бы вы понимаете, да, на что я намекаю? Там, типа, Афлилоки, ШП Присты, тудым-сюдым, вот это вот все. Ну-ка, давай-ка по другим пассивкам пройдемся. Типа, танковская пассивка. Получаемый вами урон питомцами снижается на 2%. Не так интересно. Ну вот про что я говорю. То есть просто литерали понижает по вам депос, кстати, весь, на 2%. Почему в созвездии Феникса понижается депос на 3%, но только физический? Типа баланс, да? Ну типа баланс, окей. И третья пассивка, магия Вуду. Каждые 5 секунд вы и ваши питомцы устанавливаете ману в размере 4% от вашего показателя духа. В ПВП максимальный объем по попам 75 единиц. Ну-ка, активка у нас какая здесь ПВПшная? Гнев Ло. При активации ваша скорость атаки ближнего боя, а также скорость произнесения заклинаний увеличивается на 10%. За каждые 3% недостающего здоровья этот эффект усиливается на 1%, вплоть до 10%. О как! О, как сделали. КД получается 2 минуты. А, так у нас еще и получается нету задержки при получении урона на каст. Угу. И это все на 12 секунд. Ага. Народ, я вам настоятельно рекомендую присмотреться к данному созвездию, если вы играете за какого-то дотера. Ну, то есть за Афлилока, за ШП Приста, там, тудым-сюдым. Понятное дело, я не знаю, как это вот в балансе по сравнению с другими созвездиями будет, потому что, ну, сложно за раз все 23 созвездия, да, или сколько их, ну, просто проанализировать. Банально запомнить все. Сложновато. Но как будто бы вот эти вот пассивки выглядят очень мощно, как ДПСная, да, увеличивает вам на 5% урон от доток, и как хиллерская, которая регенит вам ману. Просто накинули дотки, подпсили. Допустим, момент боя такой, что нужно зачилиться, забежали за колонну, включили хиловскую пассивку, порегенили ману и потом обратно вернулись. Выглядит солидно. Так еще и активка приятная. Опять же, для дотеров, да, для кастеров. Ёбаный рот, блять. Ну, вот никогда такого не было, и вот опять. Ну так еще и активка, смотри, достаточно приятная. Опять же, для кастера и для дотера в том числе. Ну то есть, который много доток накладывает, повысить скорость. Ну, а что еще надо? Поэтому к созвездию Вуду я бы присмотрелся. Какое-то очень грязное созвездие. Очень грязное. Еще один момент, который меня очень интересует и очень волнует. Соответственно, союзные созвездия, которые а-ля союзные вот эти расы. Сколько у нас их? 6 штук. Я вижу очередной Бредиксон, который, ну его просто не должно быть в игре. Его просто не должно быть в игре, но вам такое, кстати, нравится, поэтому, ладно, все, мои руки вверх, я тут сдаюсь. У каждой союзной расы есть союзная способность. Я так понимаю, дополнительная пассивка, которую можно юзать. То есть у вас есть на выбор 3, и при этом еще одна дополнительная, которая вам дает либо силу атаки, либо силу заклинаний, либо выносливость. Давайте зайдем и проверим. Так, ну вот я зашел за озаренную Дранейку, да, получается. И что мы здесь видим? Созвездие Нару и созвездие Нару союзная способность.
Как по мне, это полная хрень, что у союзных рас есть просто тупо дополнительная пассивка. Ну это бредиксон. Этого не должно быть. Закроем даже глаза на тот факт, что союзные расы нужно типа прокачивать. Вы либо тратите месяц своей игры, делая делики, либо покупаете просто союзную расу, да, моментально ее открываете. Закрываем на это глаза, это и так всем понятно, и так все знают. И опять же говорю, вам такое нравится. Но какого хрена, типа, у них просто дополнительная пассивка присутствует? Ну, понимаете, в здравом уме это должно быть либо у всех, либо ни у кого. Ну вот именно так это и работает. Почему только у 6 раз созвездий есть дополнительная просто одна пассивка? Да, понятное дело, вот эти вот пассивки не такие мощные. Как нам писали, на вот максимальном левеле это будет 80 силы атаки, 46 сил заклинаний. Ну все равно солидно. Это как мощный гем, который вы вставите себе в шмотку. То есть это еще один дополнительный донатный способ, по сути, прокачать себе персонажа. Ну то есть, опять же, как это выглядит со стороны разработчиков. Они вводят механику, которая заставляет вас тратить время, соответственно, дейликами прокачивая союзные расы, и за это вы получаете дополнительный эффект. Но если вы не хотите или не можете тратить время, вы донатите. Опять же, повторюсь, к разработчикам у меня вопросов нет, они молодцы, они бизнесмены. Как это вам может нравиться, почему вы это одобряете? Вот это уже серьезный вопросик. Ну ладно, хрен с ним, забудем об этом, все. Поняли, да? Значит, у союзных рас всегда будет дополнительная пассивка, которая вам дает либо силу атаки, либо силу заклинаний, либо выносливость. Она идентичная для всех. То есть вот эта вторая пассивка, которая к союзным расам привязана, она тупо идентична у всех. И, понятное дело, выбор из 3 также у них универсальный. Ну-ка, давайте ради прикола чекнем у нас PvP-шную активку созвездия Наару. Клеймо смирения. При активации вы снижаете текущий и максимальный запас здоровья цели на 10%. Эффект действует 10 секунд. Повторное применение этого эффекта от разных источников увеличит время его действия на 10 секунд. То есть, если в пати условно 3 персонажа в созвездии Наару, можно на 30 секунд лишить цель 10% выносливости? Ну, запаса здоровья. Вот вам ПВЕшная активка для ознакомления. Вот вам пассивные, кстати, эффекты. Давайте посмотрим. При вступлении в бой ваш урон ваших питомцев повышается на 3% на 15 секунд. После этого эффект будет срабатывать каждые 20 секунд. То есть у созвездия Наару вот такая пассивка, которая на 3% повышает ДПС, да? А у созвездия Феникса вы должны подождать 30 секунд, подобрать 3 сферы, которые, да, понятное дело, прям вокруг вас появляются, но тем не менее. Также увеличить себе ДПС на 3%. То есть у Феникса вы постоянно бегаете под бафом, да, 3%, но жертвуете стартом боя. То есть первые 30 секунд бафа не будет. Здесь же баф накладывается сразу на 3% также, на 15 секунд, а потом будет каждые 20 секунд работать. Здесь, по сути, тоже вы бегаете практически full тайм под этим бафом. То есть перерыв в 5 секунд будет. Ну, короче, понятно. Пассивка на деф просто понижает по нам ДПС при всяких блокированиях. И пассивка на хил. Восполняет 1% от исцеленного здоровья 3 наиболее раненым союзникам. Ну и, понятное дело, дополнительная пассивка, ну, условно, на силу атаки. Хорошо. Давайте еще созвездие Льва чекнем, ну, соответственно, людей, да, бывших. Мне интересно, что они сделали с активкой, и сделали ли что-то. Неукротимость ПВПшная при активации с вас и ваших питомцев снимаются все эффекты оглушения. Ага, окей, они решили не усилять данную активку, то есть она снимает только станы. Руты не снимает, дизарма не снимает. Короче, не как тринкет работает, да, вот все, только оглушение. И имеет общее КД 90 секунд, собственно, КД 2 минуты. Показываю вам ПВЕшную активку. И я также помню, что у людей в пассивках было мастерство дополнительное. Давайте посмотрим, что у нас сейчас имеется. При вступлении в бой ваш критический урон ваших питомцев повышается на 4% и потом постоянно обновляется. Дефательная пассивка понижает магический урон на 4%, понятно. И хиловская пассивка звериная благодать. Во время произнесения заклинаний ваша мана восполняется со скоростью равной 18% от обычной. В PvP этот эффект на 50% менее эффективен. Короче, какие пока что у нас итоги по созвездиям? Общие, предварительные. Да? Значит, первый момент, который самый такой важный. Пассивные способности сейчас плюс-минус у всех идентичные. Очень скудная вариация в этом плане. То есть пассивка сейчас либо повышает ДПС вам по таргету, либо понижает ДПС у таргета по вам, либо просто в принципе урон по вам будет проходить меньше, либо увеличенное исцеление. В общем, вокруг этих 3-4 механик все завязано. И опять же, это достигается за счет прямого увеличения урона, увеличения силы атаки, увеличения силы заклинаний, увеличения крита. Но вот такого вот, чтобы прям бам-вум-вау эффекта у пассивок, что они все такие разные, вариативные, этого нету. Я не могу прям полноценно сказать, что это минус, поскольку, с одной стороны, вариативности стало реально мало, но в PvP это теперь все гораздо проще балансить. Это просто все сведено плюс-минус к одному уровню. То есть сейчас не будет такого, что вот у одного созвездия прям все 3 имбовые пассивки. Там и повышение урона, и реген ресурсов, и сопротивление также повышено. В общем, все там вместе в одну кучу навалили, а у другого созвездия пассивка по типу 1% мастерства вам накинули, и такие:
Во, классно, да. То есть у кого-то мана просто фулбой регенится за счет пассивки, а у второго мастерство на 1% повышено. Класс. Поэтому сейчас, по идее, вот этой вот сильной вариации быть не должно. Но невероятно бесячий лично для меня минус — это то, что у союзных созвездий, вот у этих 6 созвездий из 23, просто одна дополнительная пассивка включается. Ну, просто потому что они вот такие вот крутые. Они союзные, у них теперь будет больше силы атаки или больше силы заклинаний. Как по мне, это полный кринж, такого быть не должно, что у вас отдельные несколько созвездий сильнее других, просто потому что они не сразу вам доступны, а их нужно открывать каким-либо из способов. Да, вот так вот. Но вот третий тезис, он сейчас, конечно, еще супер спорный, очень опасно его произносить, но как будто бы, пока что из того, что я видел лично своими глазами, я не прочекал прямо все активные PvP-шные способности, они реально попытались баланс и как будто бы сделали лучше, чем было. Опять же, то, что мы видели, активную способность Найт-эльфов они забалансили, активную способность Феникса они тоже, Блад-эльфов забалансили. Надо, в общем, прочекать все вообще активные PvP-шные способности и тогда делать какой-то вердикт. Поэтому, народ, смотрите, как мы с вами поступаем. Пишите под данным видосом комментарий, что хотите увидеть от меня полный разбор всех активных PvP-шных способностей из этих созвездий. И, соответственно, я сразу же дропну новое видео, как только увижу вашу заинтересованность. И на этом у меня на сегодня все, народ. Всем удачи, всем прогрессив в PvP, всем пока!